Всем привет, меня зовут Сергей, я занимаюсь оборудованием от шумных соседей. Я занимаюсь уже этим несколько лет, у меня уже помог людям из 20 стран мира, выслал посылки в больше чем 80 городов. У меня на текущий момент обширный опыт, и несмотря на то, что я продаю оборудование от шумных соседей, у меня накопилась информация о том, как в принципе можно бороться с шумными соседями. Сегодня я хочу рассказать об этих способах, свои плюсы и минусы рассказать про эти способы, так как я по каждому из этих способов общался с конкретными живыми людьми, узнавал их опыт, информацию, что сработало, что нет. И вот этим всем я хочу сегодня с вами поделиться. Начнем с обычных тривиальных способов. Во-первых, когда у вас появились шумные соседи, обязательно необходимо сходить с ними и поговорить. Вроде бы это очевидно для многих, но некоторые люди с шумными соседями вообще не разговаривают, исходя из того, что они думают, что эти люди должны догадаться, сами все понять, значит, типа воспитанные люди не шумят и прочее. То есть они просто терпят, молчат и потом покупают виброколонки, либо там, не знаю, какие-то действия совершают, не поговорив. Обязательно, если у вас появились шумные соседи, сходите с ними поговорите. Мы все разные люди, у всех разное воспитание, у всех разные тараканы в голове, как говорится. И часто многие из шумных соседей, люди, даже, скажем так, не подозревают, что они кому-то мешают. Да, это следствие их какой-то невоспитанности, там, не знаю, некультуры. Они могут в голову вообще не включать, мозг не включать, не думать о том, что они кому-то мешают. Но, тем не менее, к сожалению, это вот так. Поэтому всегда нужно сходить и поговорить. Как минимум увидеть этих людей. Как минимум понять, кто они такие, донести им точную информацию о том, что они вам мешают. Всегда, никаких намеков, никаких там, не знаю, каких-то обид там и так далее. Четко и прямо заявляйте им, какой шум, в какое время вас не устраивает и почему. Обсуждайте с ними и уже смотрите, как они себя ведут. Если, допустим, они себя по-хамски ведут, это один вопрос. Если они даже ни сном, ни духом не понимали, что подобный шум может вам мешать, то какая-то вероятность есть того, что они просто прекратят шуметь, и у вас все закончится, грубо говоря, на стадии переговоров, и все, ваша проблема решится. Но опять же, не стоит испытывать иллюзий. Большинство людей, которые сталкиваются с шумными соседями, просят их не шуметь, и, как правило, шумные соседи игнорируют эти способы, эти просьбы. Способ номер 2. Это очевидно, что это жалобы. Жалобы, допустим, если вы живете в каком-то жилом комплексе, жалобы в администрацию этого комплекса, жалобы охране этого комплекса, каким-то консьержам и так далее. Мне как-то одна женщина писала, что вот у нас там есть дядя Витя, консьерж, вот он просто строго на кого-то посмотрит, и тот сразу хорошо себя ведет. Иногда, в каких-то случаях это тоже помогает, но в большинстве случаев это не работает. Шумные соседи игнорируют эту охрану, этих там всяких каких-то дядь Вить и так далее. Они просто могут их послать или просто не открыть им дверь и так далее. И очень редко этот способ работает. Дальше жалобы. Это очевидно, что жалобы в полицию. Полиция тоже, если вы погуглите эту тему, посмотрите комментарии к разным видео про шумных соседей, залезете на какие-то форумы, группы о шумных соседях, то вы увидите, что обращение в полицию тоже, как правило, имеет в большинстве ситуаций по статистике имеет слабый эффект. По многим причинам, то есть на текущий момент, на момент съемки этого видео не отработан конкретный рабочий юридический механизм, как полиция может влиять на шумных соседей. Поэтому, по сути, шумные соседи просто безнаказаны. Если они не боятся полицию, то полиция им ничего сделать не может. По сути, ситуация на земле прямо сейчас вот такая. Некоторые люди наивно полагают, или у кого-то, допустим, тоже под моими видео часто люди пишут: вот, я однажды там позвонил в полицию, у меня все сработало, не знаю, не ведитесь на все эти там разговоры и так далее. Это скорее повезло, да, какой-то частный случай того, что это сработало, и дай бог, чтобы это сработало. На своем опыте вы можете проверить, если вы еще не обращались по поводу шумных соседей в полицию, можете обратиться и посмотреть, что будет. Скорее всего, вам не повезет, и это не сработает. Следующий способ – это жалобы в службу опеки. Если, например, шумные соседи сверху – это бегающие дети, то есть у некоторых родителей дети
скажем, невоспитанные, остаются без присмотра, они позволяют им часами, днями бегать просто по квартире, некоторые родители вообще из дома не выходят, и дети, по сути, используют квартиру как игровую площадку. Могут бегать, там, не знаю, до часа ночи, до 2 ночи, или вообще там целый день без присмотра, бешено кричать там и так далее, никто за ними не следит. Единственные их аргументы, типа, ну что я им скажу, это же дети, вот они имеют право. А при том, что, ну, как бы сказать, у вас просто даже в квартире невозможно будет находиться, стоит колоссальный грохот, не то, что там спать, даже находиться невозможно. Всем на это плевать. Есть вот так называемая служба опеки, которая занимается детьми, надзором там и так далее. И некоторые люди думают, что вот жалоба в такую службу поможет. Тоже по опыту скажу, что в большинстве ситуаций это не работает. Служба опеки больше ориентирована на какие-то прям ситуации, такие девиации, когда прям очевидное есть нарушение, когда, допустим, родители алкоголики, там в квартире срач, дети в школу не ходят, там, не знаю, привязаны к батарее условно, не мытые, не накормленные. Вот такими случаями они занимаются. Если случаи просто дети как-то там бегают, то, как правило, они этим не занимаются. Это тоже по опыту. У меня даже были случаи, когда подобные родители регулярно избивали этих детей своих. Эти дети кричат: помогите, не знаю, все это слышат. И даже записывают это на аудио, потом предоставляют этой опеке. И тоже это не работает. Опять же, в каких-то случаях, возможно, это может помочь. Но не нужно пребывать в иллюзиях, что это 100% поможет. Можете попробовать это на своем опыте, но, как правило, повторюсь, это не работает. Следующий способ – это сделать шумоизоляцию. Да? Как будто он очевиден, понятен, то есть не надо ни от кого зависеть. Можно сделать шумоизоляцию своей квартиры и не слышать соседей. К сожалению, этот способ тоже, как правило, не работает. Есть так называемый ударный шум и воздушный шум. И вот, как правило, все жалобы на шумных соседей – это жалобы на соседей сверху и жалобы на топот. Топот – это ударный шум, то есть касание пятки пола. Если, допустим, у шумных соседей не сделан пол хорошо, то просто даже хождение по квартире уже вызывает огромный дискомфорт, то есть в виде шума ударного. И даже если вы себе сделаете, допустим, какую-то хорошую шумоизоляцию потолка, шум будет распространяться по стенам, то есть его все равно будет слышно, этот ударный шум. Даже вот честные люди, которые занимаются шумоизоляцией, если с ними разговаривать, они, как правило, всегда признаются, что не нужно строить иллюзий. Даже если сделать хорошую, дорогую шумоизоляцию, вы полностью не решите проблему. Если у соседей сверху нет шумоизоляции пола, шумоизоляция в вашей квартире не поможет. Я лично был неоднократно в квартирах, где были сделаны комната в комнате. То есть шумоизоляция потолка, стен и пола. То есть делался еще один как бы комната в комнате, такой контур шумоизоляционный. То есть некоторые люди в надежде избавиться от шумных соседей делают себе хотя бы спальню вот такую изолированную, чтобы хотя бы спать. И то, вот я беседовал с этими людьми, они обращались ко мне за покупкой. В итоге они обращались за покупкой вибродинамика. Эта комната их не спасла. Все равно это слышно, бесшумным это не будет, это все равно дискомфорт. И в итоге они склонялись к тому, чтобы бороться с шумными соседями с помощью оборудования. Вот. Шумоизоляция может работать в случаях, если воздушный шум. Допустим, если у вас соседи сбоку, и они слушают музыку, или, допустим, громко там ругаются, разговаривают, еще что-то, тогда в каких-то случаях это работает. Если сделать все грамотно, если сделать все красиво, то от вот этого воздушного шума шумоизоляция сработает. В каких-то случаях сработает шумоизоляция пола от нижних соседей. Опять же, от шума музыки, от воздушного шума. Но большинство ситуаций это соседи сверху, ударный шум, и против этого шумоизоляция, как правило, не работает или работает плохо. Полно историй в интернете, можете сами загуглить, посмотреть эти форумы про шумных соседей, комментарии, везде очень часто люди пишут, что это не работает. И также я на своем опыте это подтверждаю. Я видел очень многих людей, которые в итоге делали себе эту шумоизоляцию, она не работала, и они прибегали к покупке вибродинамика. А еще вариант про шумоизоляцию – это договориться с шумными, если, допустим, у вас шумные соседи сверху, договориться с ними сделать им пол. Либо скинуться на этот пол, да, там 50 на 50, либо даже если вы им полностью купите
шумоизоляцию пола сделайте за свой счет, это будет очень даже выгодным решением. То есть это радикальное решение вопроса. Если действительно нормально сделать, вы их слышать не будете. Вот это действительно хороший метод. Но по опыту, даже предлагая им за свой счет сделать ремонт, многие из этих шумных соседей просто отказываются, потому что им это не нужно. Я видел очень много людей, которые согласны были делать дорогущий ремонт за свой счет, и соседи им отказывали. То есть это тоже не панацея. Следующий метод – это идти в суд и судиться с этими шумными соседями. Тоже иногда у людей есть такое, скажем, такое представление, что вот это сделать. По опыту я тоже видел людей, которые это делали. Большинство людей это не работает, потому что, во-первых, суд это не быстрый процесс, это длится месяцами, как правило, то есть там всякие экспертизы делаются. Во-вторых, это, как правило, гражданское судопроизводство, это не уголовное судопроизводство, то есть гражданское судопроизводство платное. Вам придется заплатить за адвоката, вам придется заплатить за кучу там всяких вещей, потерять кучу времени, нервов. То есть пока идет суд, эти соседи, естественно, будут шуметь. И я видел много людей, которые проиграли в итоге эти суды. То есть, потому что суд часто может не вникать или делать как-то по-разгильдяйски эти экспертизы, и в итоге это заканчивалось ничем. Вот. Поэтому вы можете это попробовать, но будьте готовы к большим тратам времени, и результат вообще не гарантирован. Следующие, скажем, группа способов, я их назову радикальные способы борьбы с соседями. Запенить дверь, заварить ее, налить клея в замок, значит, налить бензин там на коврик. У меня был там человек, писал в комментариях, вот я, значит, из какой-то сигнал охотника выстрелил под дверь там, или какой-то пиропатрон там, значит, заложил, выстрелил, или из ружья там холостого выстрелил там в сторону их двери там. Есть какие-то люди, которые там думают, что нужно поставить сирену, вот эту, которая там, не знаю, времен Второй мировой войны, или вообще там какой-то гудок от парохода, вот этот приспособить, значит, и отучить этих соседей. Категорически, вот прям крупными буквами, категорически я не советую вам эти способы. Почему? Потому что, да, их люди делают, да, у некоторых работает, но вы будьте готовы к куче рисков. То есть, если вы запените им дверь, не дай бог, у них там, допустим, какая-нибудь бабушка живет, или там кому-то плохо стало, не дай бог там до них какая-то скорая не доедет, или еще что-то. Вот какое-то невероятное что-то всегда может случиться, и всегда есть этот риск. И вы просто попадаете на то, что вы едете в тюрьму. Это будет уголовное дело. Опять же, если вы запените, заварите или что-то сделаете, это уже очевидная как бы тема. Сейчас очень много всяких скрытых камер и так далее. То есть вас могут легко вычислить, что это вы сделали. И дальше полиция займется уже вами, как сделавшим какое-то действие, да, нарушающее закон. Им будет глубоко плевать, крупными буквами повторю, плевать, зачем вы это сделали. Никто не будет слушать ваши какие-то, значит, гневные рассказы про то, что эти люди там месяцами не дают вам спать. Вы пытались с ними поговорить, они ничего не хотят, и вот вы были вынуждены там запенить эту дверь. Всем будет плевать на это. Они будут разбираться, зачем вы это запенили дверь, всякие там, значит, на вас вешать административные или, не дай бог, уголовные дела, и вот этим вы уже будете заниматься. Поэтому я не рекомендую это делать. Тем более я не рекомендую всякие какие-нибудь сигнал, вот эти выстрелы пиропатрона, еще что-то. Сейчас вот на момент записи видео у нас, значит, проходит специальная военная операция. Вот я прям не советую вам испытывать судьбу, занимаясь вот этой всей фигней. Поэтому лучше этого не делать. Тем более не ставить никаких сирен или гудков парохода. Вы заденете, не знаю, пол подъезда непричастных соседей. Эти соседи могут с факелами и вилами уже прийти к вам и спросить, зачем вы это делаете. И ваши все попытки объяснить, что вы боретесь с шумным соседом, опять же, им будет плевать. Вы для них шумный сосед, и они будут разбираться уже с вами за ваш шум. Вот этого всего делать я категорически не рекомендую. Следующий способ, опять же, идем в рамках вот этих радикальных способов. Некоторые пишут, вот сходи с ним, поговори по-мужски, там, не знаю, набить морду этому соседу и так далее. Но давайте будем честны. Сколько мужчин готовы и способны это сделать? Я думаю, что на словах очень много. Комментарии писать одно, а сходить и сделать это совсем другое. Поэтому исходить надо из реальности. Настолько ли вы готовы и способны это сделать, и готовы и способны ли вы вынести последствия? Это все может привести, опять же, к уголовному делу различному и так далее. Насколько вам это все надо и насколько вы способны все это выдержать. Вот. Тем более,
этот способ рекомендовать людям. Например, одинокая женщина живет, у нее никого нет, это она пойдет бить морду соседу. Отличный вариант. Поэтому очень хорошо подумайте над тем, надо вам это или нет. Следующий способ — это включить обычные аудиоколонки, какие-нибудь басовые, огромные, там, не знаю, например, если соседи сверху, приспособить их куда-то к потолку, прилепить, включить, и, значит, уехать на дачу и вот там, значит, этих соседей мариновать. И вот, опять же, не рекомендую этот способ, потому что это будет шумно у вас в квартире у самих. Во-вторых, вы, опять же, заденете непричастных соседей. Люди ни при чем, другие люди. Да, вы страдаете, да, это ваша проблема, но вы заденете кучу других соседей, которые будут уже разбираться с вами. И поверьте моему опыту, вот лучше не испытывать судьбу, не ходить в это пространство, где вы кого-то задеваете и уже с вами начинают разбираться. Лучше решать вопрос с шумными соседями, не привлекая ничего внимания и задевая только их. Вот не используйте никогда обычные колонки. Также есть в тему этого способа есть еще один другой способ про то, как положить мобильный телефон в кастрюлю, тоже к потолку ее, допустим, приставить, если соседи сверху, и включить там, не знаю, вибрацию и музыку. Ну, тоже это все ни о чем. То есть, да, они что-то будут слышать, но это будет громко для вас, и, скорее всего, вы заденете непричастных соседей, которые уже будут к вам иметь претензии. Тоже это все, как правило, нерабочая тема. А следующий способ, как будто радикальный и тоже очевидный, это переезд. Вот у вас шумные соседи, и некоторые люди все говорят, все, только переезд, ничего не поможет и так далее. Ну, действительно, некоторые люди переезжают, но, как бы сказать, здесь зависит от человека. Я не скажу, что это плохой или хороший способ, то есть это, как правило, трудно. То есть если вы там прожили в этой квартире, если вы в ней сделали ремонт, если это ваша личная квартира, даже не съемная, то многие люди задаются вопросом, почему это именно я должен переезжать? Если я нормальный человек, я нормально себя веду, я никого не трогаю, я не нарушаю никакие правила, на меня никто никогда не жалуется. Из чего вдруг я должен переезжать из своей квартиры из-за каких-то нехороших людей, которые, собственно, и нарушают закон? Может быть, им стоит куда-то переехать, где они не будут мешать другим людям. И, соответственно, исходя из таких соображений, эти люди предпочитают, скажем так, борьбу с этими шумными соседями и тоже имеют на это право. Вот. Но решать, переезжать или не переезжать, это, собственно, ваш выбор. Особенно если у вас там квартира в ипотеке, еще что-то, куча всякого геморроя. Все это не так просто, как это кажется. Вот. И, собственно, следующий способ – это использовать против шумных соседей специальное оборудование, так называемые вибродинамики, виброколонки, еще это называется антисосед. С моей точки зрения, если этот способ подходит, если вы поговорили с соседями, если они системно шумят, то есть это не какой-то однократный день рождения, пошумели и перестали. Если это системный шум на протяжении там нескольких недель, месяцев, если вы несколько раз с ними уже вежливо поговорили, пытались найти какой-то компромисс, пытались как-то договориться, если вас эти соседи послали или там проигнорировали, или пообещали не шуметь, но продолжают шуметь, только тогда имеет смысл аккуратно начать использовать оборудование как средство крайней меры. То есть это крайняя мера. Никогда не надо бежать сразу, использовать их просто так. То есть только как крайнюю меру. С моей точки зрения, это сбалансированный вариант, потому что можно дозировать воздействие, можно начинать аккуратно воздействовать на шумных соседей. То есть, если вы не знаете, то вибродинамик, виброколонка – это прибор, который передает звуки через твердые поверхности. То есть через пол, стену или потолок вы прижимаете этот прибор, и он передает звук в другую часть этой стены. То есть как бы через стену, через потолок или через пол. И это очень эффективно для борьбы с шумными соседями. Можно включать различные звуки и воздействовать на соседей. При этом огромный плюс этого устройства, что можно регулировать громкость и воздействовать только на шумных соседей. Если все грамотно сделать, если выбрать грамотное место, грамотное время, грамотное крепление, грамотные звуки, то шум будут слышать только шумные соседи, а другие люди непричастные будут или не слышать это, или очень слабо слышать и не иметь к вам претензий. Таким образом, вы решаете вопрос с шумными соседями и не трогаете больше никого, и к вам никто не имеет претензий, и вы решаете свой вопрос. Также этот способ отлично дополняет различные жалобы или даже суды.
Тут, как говорится, как в фильме говорилось, что доброе слово и пистолет лучше, чем просто доброе слово. Воздействуя на них прибором, плюс еще жалобами, вы их вынуждаете постепенно перестать шуметь. Они понимают, что безнаказанными они не останутся. Просто проигнорировать вашу просьбу уже не получится, там не открыть дверь полиции уже тоже не получится. Поэтому они постепенно, если грамотно на них воздействовать, перестают шуметь. Все эти тонкости, нюансы, детали, как это сделать, что сделать, я даю своим клиентам. То есть у меня можно купить комплект оборудования с креплением, со звуками, с инструкциями, с различным, как что сделать. И на большом опыте у меня уже есть целая система, как нужно грамотно действовать, чтобы принудить шумных соседей к тишине. Также, если у вас уже есть оборудование, можете взять у меня платную консультацию, как действовать грамотно, как не задеть других соседей, как не привлечь себе внимание и так далее. Вот, если вас достали шумные соседи, если дипломатия уже не работает, ничего не сработало, и вы вынуждены прибегнуть к вибродинамику и виброколонке, то обращайтесь, помогу, расскажу. Спасибо вам за просмотр и до встречи.